Добрый вечер, друзья! Обзор главных событий дня начну с сообщения о том, что на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве, женщины откатали короткую программу. Короткую программу с огромным для фигурного катания разрывом, почти в 5 баллов, выиграла 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева. Второе место досталось еще одной ученице прославленного тренера Дарье Усачевой. Александра Трусова, перешедшая в межсезонье из тренерского штаба Тутберидзе в Академию Евгения Плющенко, немного ошиблась при выполнении тройного акселя и пока довольствуется третьим местом. Впереди произвольная программа. В России за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом обновило максимум. 12 846 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом свидетельствуют данные Федерального штаба по борьбе с коронавирусом. Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ростовской области и Нижегородской области. В начале следующей недели московские власти планируют объявить о введении паспортного режима для доступа в театры столицы. Соответствующее решение было принято на совещании в Департаменте культуры 9 октября. Изменения коснутся только тех театров, которые подчинены правительству Москвы. Допуск в театр, по словам источников, будет закрыт для граждан старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями, которых вносили в группу риска из-за коронавируса. Тем временем материалы британских ученых, переданные правительству, указывают на следующие симптомы, позволяющие говорить, что человек заболел коронавирусом COVID-19. Речь идет о 3 симптомах, к которым относятся боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Ученые отметили, симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма. Президент России Владимир Путин дал интервью для программы «Москва-Кремль-Путин». Президент России рассказал немного слов о дружбе в большой политике. Дословно он сказал в интервью телеведущему Павлу Зарубину следующее: «В большой политике вообще-то нет друзей». Победительницей знаменитого теннисного турнира из серии «Большого шлема» Ролан Гаррос стала 19-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек. Избранный премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Россия остается главным стратегическим партнером страны. Как отметил Жапаров, через очень много лет Россия так и остается нашим основным стратегическим партнером. Премьер также заявил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку после утверждения состава, программы и структуры нового правительства. Клинический тест на COVID-19 патриарха Московского и всея Руси Кирилла показал отрицательный результат, сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Ранее патриарх самоизолировался после контакта с больным коронавирусом. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик. Все самые актуальные новости Москвы и России, а также главные мировые новости у меня на канале. С уважением, Ренат.